Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Я думаю, что все уже узнают ручки моей любимой мамы, и у нее случился химический ожог от очень серьезного средства для очистки. Сколько бы я ни говорила всем своим клиентам, что нужно обязательно одевать перчатки, когда вы выполняете домашние работы, но, как вы видите, даже родственники и те не слушают рекомендаций мастеров. Скажите, пожалуйста, многие ли ваши клиенты прислушиваются к вам? Например, выполняют домашнюю работу в перчатках, отодвигают кутикулу апельсиновой палочкой в процессе носки покрытия. Будет интересно почитать. Пока снимаю покрытие, расскажу вам один очень интересный случай, который связан у меня с этими руками. Как, наверное, вы все знаете, я в прошлом самоучка, и как и все вы, наверное, точнее, как большинство, я начинала на своих родственниках, на мамах, на сестре. И вот это были мои самые первые руки, на которых я попробовала сделать маникюр. Ну и, конечно же, самые опасные. Посмотрите, ногти тонкие от природы. Я работаю пилочкой только на 240 грит. Ноготочки изначально тонкие, и истончить их еще больше мы просто не имеем права. Хорошенько зашлифовываем ногтевую пластину, у нас не должно остаться блестящих пятен, иначе в этом месте сцепки не будет. Про кутикулу будет отдельный разговор, чуть позже расскажу, как и что я с ней делала, и как долго я искала и подступалась к этой кутикуле именно так, чтобы не ранить. Мне не стыдно признаться, что даже спустя год-два работы нет-нет, да эти руки, именно эти руки я пораню. Кутикула настолько тонкая, настолько прилипшая, настолько сухая, чувствительная, что иногда в особо холодные месяцы кровь могла проступить даже просто от того, что я ее двигаю. Поэтому мы работаем по такой кутикуле только с желтыми фрезами. Также нужно быть аккуратнее с натяжкой. Все вы знаете, для того, чтобы прочистить в труднодоступных местах, мы должны обязательно хорошенько натянуть кутикулу, то есть чтобы открыть наилучший обзор нам к тем местам, где мы выполняем зачистку. Но эту кутикулу так сильно натягивать нельзя, потому что она может просто-напросто треснуть. Сейчас я переключилась уже на форвард. Обратите внимание на положение фрезы относительно ногтевой пластины. Фрезу мы как бы немножко задираем и идем в бок. И попка вашего аппарата смотрит вам в правое плечо. Там, где у нас образовалась сухость от химического ожога, мы начинаем полировать кожу. Что это значит? Мы убавляем с вами обороты и начинаем постепенно пузиком фрезы, перемещаясь, двигаться практически без нажима. Это очень важно, чтобы вы не давили сильно и постоянно перемещались, иначе из-за силы трения вашему клиенту может быть очень горячо. Также на таких сухих руках, либо на таких же ручках, кто пренебрег вашими рекомендациями, необходимо обязательно также и под ноготком вычищать. И еще, если у вас образовывается мозоль, а я думаю, что многие вы сейчас понимаете, вот эту мозольку от длинных ногтей, можно ее отбивать. Это значит периодически прикладывать фрезу. Ну и давайте вернемся к срезу. Эта кутикула настолько ранимая, капилляры периодически прорастают на разном расстоянии, то есть срезать все единой колбаской очень тяжело. Обязательно смотрим сверху, обязательно ножнички держим перпендикулярно кутикуле и срезаем чуть меньше, чем нужно. Дальше, если вы видите, что у вас появляются такие белые хвостики, срезаем все слайсовым методом. Что это значит? Это значит, что мы начинаем срез полотном ножницы и заканчиваем также полотном. Теперь отдельно хочу рассказать про шлифовку и полировку. Обязательно полируем, я полирую фрезой пламя, а шлифую силиконово-карбидным шлифовщиком. Шлифуем мы на небольших оборотах и стараемся не касаться ногтевой пластины. Если вы, конечно же, чуть-чуть заденете, ничего страшного не будет, но если вы будете очень много касаться именно ноготочка, то этот шлифовщик вам заполирует чешуйки и сцепки там не будет, и, соответственно, потом могут быть отслойки. Дальше еще один небольшой секретик для того, чтобы хорошо нанести покрытие, чтобы у вас не было затеков нигде. Возьмите самую обычную влажную салфетку и протрите ручки. Также намотайте эту же салфетку на апельсиновую палочку и уберите всю пыль из-под кутикулы. Вы даже себе не представляете, сколько работ я иногда проверяю своих учениц с онлайн-курсов,
и вижу, как в пазухах скопилась пыль. Если вы не будете убирать пыль, то у вас, как следствие, могут быть затеки, могут быть плохая сцепка, ну и, конечно же, потом отслойки. Поэтому уделяйте этому тоже значение. Обязательно, естественно, после салфетки мы обезжирили, промазали тонким слоем базы любой кислотной и выполняем укрепление при помощи акригеля. Здесь все очень просто. Не берите никогда много акригеля. Вам его действительно-то и не нужно много. Самое главное – достроить недостающие стенки до хорошего красивого квадрата. Потому что квадратная форма, она у нас не терпит никаких отклонений. При опиле сегодняшнем вы это увидите. Еще один небольшой секретик, как ускориться – никогда не делайте большой опил пилкой. Намного быстрее это сделать фрезой. Просто уменьшите немножко обороты, также уберите длину, и вот когда вы уже приступаете к точности, берите пилочку. К центральной оси мы подводим, и наши две боковые стенки должны быть строго параллельны центральной оси вашего ноготка. Сделали себе насечки и дальше просто сглаживаете акригель. Обязательно убирайте вот эту ступеньку, хорошенько убирайте переход. После того, как вы уже подготовите ноготок к покрытию, должно создаться такое ощущение, что акригеля здесь и нет, что это просто такой красивый сам свой натуральный ноготь. Кстати, расскажите, пожалуйста, чем вы чаще работаете при укреплении торцов, все-таки акригелем или гелем-желе? Я в разных случаях прибегаю к разному способу укрепления, но если вам будет интересно, могу показать, как укрепляю гелем в желе. Сегодня будем работать двумя самыми любимыми моими оттенками из гелей Си. Это гель лавандер и гель банана. Банана – это гель желтый, красивый, с небольшой такой зеленцой, пастельный. А лавандер, ну тут, наверное, все понятно, это лавандовый гель. Очень хотелось вам показать консистенцию гелей и также, насколько они просты в выкладке и просты в работе. Также хочу показать вам плотность, ну и вообще принцип работы. Обязательно сначала делаем себе мокрый пол, то есть промазываем полностью ногтевую пластину, набираем шарик на кисточку, кисть у меня 4 синтетика. И шарик у вас должен быть с одной стороны. Дальше вы перемещаете этот шарик чуть ниже кутикулы и постепенно начинаете стягивать материал в технике градиента, как я это называю. Дальше у вас остаются свободные зоны, не заполненные с боков, и вы просто подправляете все тонкой кисточкой. Вот и все. Эти гели вы можете заказать с бесплатной доставкой на Wildberries. Дальше будем работать желтым гелем. Специально показываю вам оба оттенка. Они отлично, кстати, просыхают в любую толщину. Это и есть их самая, наверное, большая особенность. Небольшой совет: эти гели нужно сушить на пониженной мощности, так как в них добавлен пигмент, они очень плотные, ну и для того, чтобы они полимеризовались и не было у вас никаких внутри мокрых пятен, в них добавлены фотоинициаторы, чтобы не было никаких проблем с просушкой. Поэтому просто понижаем мощность и сушим спокойно, как все остальные гели. Гель обязательно опиливаем, обязательно. Свой натуральный ноготь мы уже выпилили, когда мы с вами выкладывали акригель. Если вы этого делать не будете, то фасочку натурального ногтя также выпилить обязательно, иначе отслойки со свободного края будут всегда. Это не касается только этих гелей, а касается в принципе любых абсолютно гелей. Очень захотелось мне сделать анималистичный принт, но почему-то не хотелось делать черные полоски. И тут нам в голову с мамой приходит идея яркой, красивой фиолетовой зебры. Не знаю даже, что послужило такой идеей, но результат очень нам понравился. Напишите, пожалуйста, в конце видео, как вам такая идея. Цвет мы подобрали к основному оттенку геля лавандового. Лавандовый гель мы покрываем глянцевым топом в один слой, хорошенько просушиваем. Кстати, глянцевый топ, чем дольше сушишь, тем глянец у него лучше и дольше сохраняется. Не знаю, знали ли вы такой секрет, но я вам тоже его расскажу и поделюсь. Вообще я стараюсь в каждое свое видео принести какие-то новые фишечки, рассказать вам что-то полезное, потому что изначально канал задумывался как помощь мастерам. Естественно, YouTube-канал не заменяют обучение ни онлайнового, ни офлайнового, но я думаю, что как способ начать и понять вообще, нравится ли вам маникюр, это
очень отличная помощь. Покрыли матовым топом и сверху глянцевым топом просто прорисовали сверху по полоскам. Вот такое вот у нас сегодня с вами вышло легкое видео, больше даже болталка. В общем, буду ждать ваших комментариев, хороших или плохих, абсолютно не важно. Важно каждое мнение, и я его учитываю. Напишите, пожалуйста, каких видео вы бы больше хотели видеть на моем канале. И не забывайте, конечно же, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вот так гели смотрятся при дневном свете, очень нежные, пастельные, красивые, ну и работать с ними, конечно же, было мне легко. В работе с ними справится как новичок, так и профессионал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!